старом доме на берегу озера в Миннесоте жил Джеймс Хейден, бывший лесник, человек, которого мир как будто забыл. После смерти жены он ушел от людей, поселившись у леса и сосновых холмов, находя утешение лишь в треске печи и тишине. Однажды ранним утром, еще до рассвета, перед домом появился странный силуэт. Огромная медведица с безжизненным медвежонком в пасти. Джеймс сначала сковало страхом, но затем что-то внутри подсказало: помочь – правильное решение. Он открыл дверь, и началась невероятная история. Медведица осторожно положила детеныша на снег и отошла, садясь в метре от него. Джеймс аккуратно завернул медвежонка в старый свитер и принес в дом. Он грел его у печи, поил теплой водой с медом и сидел рядом всю ночь. Каждое слабое дыхание зверенка возвращало Джеймсу ощущение жизни и надежды. На рассвете за окном он заметил медведицу, неподвижно стоявшую на опушке, как будто охраняя сына. Джеймс понял: доверие установлено. Медвежонка он назвал Мишка. С каждым днем зверек крепчал, учился ходить, есть и играть. Дом, который раньше казался пустым, наполнился жизнью и радостью. Спустя неделю Джеймс связался с ветеринаром Юлией Харпер и егерем Оливером Сенсом. Они приехали, осмотрели медвежонка, дали рекомендации и предупредили: зверенка придется вернуть в дикую природу, чтобы он не привык к человеку. Джеймс согласился, понимая, что это необходимо, хотя сердце сжималось. Мишка рос быстрыми темпами. Он становился сильным, уверенным, с блестящей шерстью и живыми глазами. Вечерами Джеймс рассказывал ему истории о лесных зверях и о жене Элизабет, чьи уроки доброты и заботы продолжали жить в доме. Медведица регулярно навещала, оставляя следы и наблюдая из тени леса. Когда пришло время отпускать Мишку, Джеймс подготовил санки с едой и одеялом. Он довел его до лесной опушки у озера Онега, где начинался настоящий лес, куда не ступала нога человека. Медведица ждала их, неподвижная, словно проверяя решение. Мишка, почувствовав запах матери, подошел к лесу. Джеймс отпустил его, наблюдая, как он уверенно делает первые шаги в свободе. После этого дом снова погрузился в тишину, но след дыхания Мишки остался как память о чуде, которое произошло здесь. Джеймс ежедневно выходил на крыльцо, оставлял миску с медом для медведицы и следил за лесом. Иногда он находил свежие следы у дома, напоминание о том, что природа помнит добро. Маленькое чудо изменило жизнь Джеймса. Он снова почувствовал себя живым, нашел смысл и стал частью великого цикла природы. Он понял: иногда чудеса приходят тихо, через доверие и заботу, и что быть рядом с тем, кто нуждается в помощи, уже великое дело. История Джеймса и Мишки – напоминание о том, что даже в холоде и одиночестве есть место теплу, надежде и вере. Иногда достаточно просто открыть сердце и протянуть руку тем, кто нуждается в помощи, чтобы почувствовать, что жизнь снова возвращается.